Артак Вебер. Я очень люблю акварель. А тут такой неожиданный подарок от вас. Очень хорошо написали. Я выкладывал недавно, как я модель обнаженную акварелью писал. Можете, пожалуйста, немного больше внимания и времени уделять акварели. Акварель в Гурзуфе была бы большим подарком. Очень хочется посмотреть на ваши цвета и решения. С уважением, Артак. Я вот не очень акварелист, Артак, но мне кажется, метод, который я преподаю, предлагаю вам изучить, он относится к любому виду живописи, потому что в основе всего лежит композиция, ее нужно научиться чувствовать и делать самые неожиданные решения. Вот буквально вчера я был в музее импрессионизма на выставке, ролик попозже покажу, я уже его монтирую, отчитаться перед вами о той выставке, портрету посвящена. Значит, эта экспозиция, выставка. И мне очень понравился, много работ понравилось, но вот один портрет, он совершенно неожиданный. Ну, посмотрите, цветы, и не сразу заметишь, что это автопортрет, что человек там еще в углу есть, его портрет. Вот такие неожиданности ловят внимание зрителя, мое как зрителя, и я восхищаюсь. И таких неожиданностей на выставке было много, вы увидите. Так вот, композиция. Но это еще не все. Работать, видеть нужно, не работать, а видеть сначала по пятну. Всю панораму, весь мотив нужно воспринимать как набор пятен. Я уже, наверное, все уши прожужжал про это, но делать это, думать так сложно. Не у каждого получается. Вернее, вроде бы не сложно, ну хорошо, но есть там вот лицо, да, по отношению к стене. А вот сделать из этого, мы видим разницу в тоне, видим в цвете разницу, а сделать из этого художественное произведение, это такой конгломерат, сочетание и композиции, и тона, и не тона, и цвета, и не цвета, все на свете, и рисунка в основе, конечно. Так что я акварель с собой беру. Кстати, класс будет с 1 по 5 июля, напомню, записывайтесь, приезжайте на класс. Информация о классе на сайте, заходите. И если вы захотите на класс приехать с акварелью, приезжайте с темперой, с чем угодно, с маслом, с пастелью. Главное же настроить видение, настроить аппарат, настроить и приучить его смотреть на мир, ну, вот глазами композитора, сочинителя, художника, который извлекает из этого вот свою уникальную музыку. Другой такой не будет ни у кого. В чем фишка? Артак далее продолжает. Очень нежно получилось, как выбрали именно эти цвета. Удивительно. Да вы знаете, особенно я не мудрствую, какие цвета у меня тут замесы есть, и я их использую. И я не очень-то привязываюсь к цвету, как вы заметили. Если есть возможность разделить, освещая модель на поток теплого света и холодного света, это подарок для художника. Я очень люблю такие освещения, потому что эти контрасты создают движение, создают форму. Они лепят форму холодом и теплом. Это единство из вот этих холодных и теплых противоположностей возникает. Оно держит внимание, совершенно удивительное впечатление сразу получается. А какой будет холодный? Пусть он будет всегда не одинаковый, а какой будет теплый? Тоже разный. Поэтому просто сочетание холода и тепла – это квинтэссенция, это такая доминанта. Но они пусть будут разные. Вот и все, вся петрушка. Если вы так будете писать, то будет все хорошо. Ну, естественно, тон важен, это понятно. Тон, кто не знает, это светлота. Ученик. Да, сирень замечательно, просто коротко и ясно. Но как не просто это сделать? Подскажите, пожалуйста, как разобраться с видением зеленого цвета. Смотришь, видится таким светлым, а в тоне он намного темнее. Ну, сравнивать. Можно для сравнения что-то придумать. Но Крымов, есть статья Крымова о тоне. И если вам это интересно, я могу в телеграм-канале ее выложить. Просто напомните мне.
Подписывайтесь на Telegram, потому что там довольно-таки живое общение. И я выкладываю там свои работы, и вы выкладываете работы. Идет такое вот общение между художниками. Это всегда ценно, команда. Ну, статью Крымова вы почитаете. Он использовал пламя свечи как камертон, который не изменяет яркость. Сейчас можно использовать просто белый экран гаджета и с ним сравнивать все, на что вы смотрите. Потому что, например, что-то белое сейчас днем, оно же будет не белым совсем, там, я не знаю, в 3 часа дня, а вечером вообще уже не будет белым, хотя оно будет держать картину своей яркостью. То есть яркость будет значительно глубже, темнее. Наше дело сравнивать, наше дело зацепиться за что-то. Вот вы смотрите на мотив, там самое темное что? О, бам, сразу ее проложили, эту пятну. И к ней привязываетесь, да, о, там что-то более светлое, опа, а где самое светлое в картине место? А вот там где-то, бум. И вот у вас появляется такой расширенный диапазон между темным и самым светлым. И между ними вы начинаете жить. Там уже там и это сравниваете кусок стены с каким-то беленьким кусочком, то со стеной, с этой, с головой. И все время вы цепляетесь одно за другое, и все время сравните даже не одно с другим, а одно с двумя другими разными. Тогда будет очень точная живопись, и в этом смысле совершенно неважно, зеленое это будет или рябое. Абсолютно никакой разницы. Зеленое, кстати, кто-то спрашивал, почему художники не любят и даже краску не выдавливают. Ну, может быть, просто, чтобы тяжело не было носить. А с другой стороны, ну, замесил ты, например, черную и желтую. Или там ультрамарин и лимонную. Вот вам и зеленый, или кадмий. Ну и, пожалуйста, и там коричневый добавьте еще. И смотрите, как у Цорна, опять повторюсь, 4 краски всего было. А там есть и зеленый, и все на свете. 4 краски. Черная, белила, охра и красная. Ну а как разобраться? Прищуриваться нужно сильно. Когда мало света на сетчатку попадает, мы точнее видим тональности больших масс. Мы не вперимся в детали, не увязаем в них, а сравниваем большие массы. Вот и все. Маргарита Пасмор спрашивала меня, сколько времени занимает съемки, монтаж вот этих роликов. Ну, это моя жизнь, я пишу и общаюсь с вами посредством видео, которые делаю. Не очень считаю, сколько это время занимает. Мне приятно общаться с друзьями. Надеюсь, с моей стороны к вам сердце открыто. Надеюсь, что с вашей тоже. Но это я вижу, в общем. Акция сумасшедшая, 25% на 3 базовых урока, причем которые можно по отдельности покупать. Она закончится уже вот буквально 15 числа. Так что поторопитесь. На все другие уроки 10% скидка в нашей онлайн-школе. Заходите, пожалуйста. Друзья, канал нуждается в вашем участии, в вашей работе. Вы уж там все знаете, что надо делать. Не забывайте, пожалуйста, потому что он тогда развивается. Вот как раз сейчас, если вы поставите какую-то закорючку или что-то напишите мне. А для нас это важно. Это же наше общение. 46-й урок. Чеховка в Гурзуфе. Довольно-таки серый день, солнца нет, рассеянный свет, но очень четко прорисовываются сдержанные тональности гор, неба, стены белой, вот этой беленой мазанки, зеленый забор, двери, зелень, кипарис, дорога. Все это спокойно, сдержанно, и нужно написать именно это состояние. Задача не из легких, но тем интереснее. Пусть все наши работы будут разными, пусть в них будут отражаться разные состояния природы. Тогда наша живопись будет многогранной, широкой, яркой. Я подробнейшим образом показываю, как ведется работа, что происходит на палитре, какой мотив. И очень надеюсь, что этот анализ, этот урок поможет вам разобраться со спокойным, рассеянным состоянием, когда солнце скрыто за облаками, когда рассеянный свет. 46-й урок.